Оздоровлением пчелами я начал заниматься с 1998 года. За это время был накоплен очень огромный багаж, опыт по применению, так сказать, лечения или оздоровления организма пчелами. Значит, начинали мы с того, что был у меня сделан мною в 1998 году один улей для того, чтобы спать на улице прямо сверху над пчелиной семьей. С 1998 года сейчас у меня уже таких улей 8 штук. Система оздоровления, она имеет как бы сложный, многоступенчатый, так сказать, вид, очень непростая по своей системе. То есть сейчас все пытаются упразднить все это дело, вот. Но опыт показывает, что мой личный опыт, когда я был очень больным, и поначалу у меня был один улей, и он меня вполне устраивал, но с выздоровлением, так сказать, я начал ощущать, что одних энергий становится много, и не на все болезни, собственно, этот улик может реагировать. Поэтому мы начали опыты, и в 2006 году, после так длительно очень, года 3 где-то, мы пытались запатентировать это дело новое. Первый мой патент был в 2006 году, и с этого времени мы начали популяризировать эту систему оздоровления. В 2007 у нас был второй патент, снят фильм «Семейный портрет» о нашем методе оздоровления. И до сих пор вот как бы мы эту систему усложняем, вернее мы ее не усложняем, мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые ставит нам вот эта методика по оздоровлению. Вот, значит, система оздоровления состоит из того, что к нам, допустим, приезжает пациент. Вначале, перед тем, как его положить на улей, просматриваем, делаем диагностику. Диагностика наша состоит из того, что мы работаем по каналам каждого органа, по 12 каналам, там, начиная от сердца, легкие и кончая прямой кишкой, поджелудочной, желудком. Вот. Каждый из этих органов имеет свои каналы. Вот мы по этим каналам или методом пульпации, или при помощи биокультурных приборов снимаем показания, ложим человека от 20 минут до 2 часов улик, в зависимости от его состояния. И можно даже это делать по самочувствию человека, но когда ты измеряешь, ты смотришь на это дело как бы открытыми глазами, потому что вслепую очень сложно эти тонкие энергии, вот, которые присутствуют в этой системе оздоровления, их как-то наблюдать на другом человеке. На себе, вот я, допустим, я все делаю часто просто по ощущению. Вот мы этого человека измерили, положили, потом он встал, мы его опять перемерили и подбираем для него улик. Улей, который или повышает энергетику организма, работы организма и отдельных органов, или понижает эту как бы энергетику работы. То есть самое главное в нашей системе — это балансировка организма, то есть баланс работы органов, внутренних органов человека и человека как системы. Как его, собственно говоря, физическое состояние этих органов, так и психологическое состояние. Вот. Для этого мы, собственно, используем разные модели уликов. Модели уликов у нас запатентировано где-то у нас 7 патентов технических на полезную модель. То, что в них написано, распространяется на 16 моделей, которые мы можем производить. 16 моделей, из них мы всего 4 выпускаем, как бы экспериментальные модели. На каждую модель у нас уходит до 5 лет исследований.
каждой модели, ее отработка. И главная задача, которая ставится к этим ульям, модулям, можно так сказать, это то, что они должны полноценно, эффективно работать по оздоровлению организма человека. Первое — это, значит, тепло от пчел. Второе — микровибрация, чтобы было дыхание. То есть дыхание, притом дыхание должно быть регулируемым. Некоторые люди не могут дышать этим воздухом, поэтому вот эти вот система дыхания, она должна открываться, закрываться. Вот. Эти модели мы отрабатываем, и на каждую модель есть еще разные модификации. Вот. Основное, что мы берем за основу, когда делаем вот ульи вот эти для оздоровления, это то, чтобы они были связаны с природой, во-первых, чтобы сама семья, она жила в природе, чтобы она непосредственно общалась. Мы не хотим ее изолировать от природы, это главное условие, что каждая природа, каждая, как бы земля наша, и цветы, и воздух, она имеет свои вибрации. Вот эти вибрации, они должны быть природными. То есть пчела должна жить в природе, мы не должны ее кормить сахаром. Она должна зимовать на воле обязательно. Тогда вот эти природные вибрации она улавливает и на них реагирует. И эти вибрации, реакцию, она передает человеческому организму, человеческой клетке. Дело в том, что как бы пчелы, у них система построения сотового — это кластерная система, которая так построена, что она уравновешивает энергетику неба и энергетику Земли. Вот. И является природным фильтром по изменению, выравниванию энергии. Когда человек ложится в улей, то он ощущает вот эти все вибрации, которые издают пчелы, и передается это человеческой клетке. Мы с учеными исследовали воду, ставили в улей, под улей, над ульем, между ульями, и заметили, что вода вот в самом улье меняет свою кластерную систему. Вот. И когда человек ложится в улей, то вот эта звездочка чистой воды, то есть искаженные сосуды, искаженная, собственно говоря, вода в организме, она приобретает живую структуру. Вот это самое интересное дело, и оно было проверено учеными и доказано. Вот. Все вот эти энергии, которые присутствуют в улье, они экономят расход человеческой энергии, которую она расходует на переработку во внутриклеточную воду, потом экономят тепло, добавляют тепла в организм, то есть организм меньше затрачивает энергии на то, чтобы обогревать себя. Вот. И эта освобожденная энергия, она идет на периферические органы, которые организм, собственно говоря, при недостаточной работе сбрасывает отходы своего, так сказать, производства там, в ноги, в руки, когда начинают болеть колени, суставы и так далее. Основным, что делают пчелы, это, собственно говоря, обезболиваются от эти места, улучшается кровообращение и улучшается работа мышц, так сказать, сосудов, и происходит как бы обезболивание организма. Это первое, что было замечено. Второе, это при переломах и так далее быстрее срастаются кости, быстрее сходят вот эти опухоли всевозможные, рассасывается вот это поврежденные места, то есть как бы гармонизация работы всех органов. Это главная задача, которую мы, собственно говоря, ставим, это гармонизировать работу внутренних органов. Длительный опыт показал, что один улей, как и одна таблетка, не может вылечить человека там, от всех болезней. Поэтому есть комплекс
Сейчас мы пропагандируем комплексы, которые дают как бы суммарное такое воздействие на человека и воздействуют буквально на все 12 органов. Для этого есть такие специально сделанные ульи, которые один улей работает на одну систему организма, второй на другую, третий на третью, четвертый на четвертую. Ну вот у меня на пасеке, допустим, 8 таких ульев разнообразных, но в основном ульи 4 групп, которые могут более быть там комфортные, менее комфортные, но в принципе почти что на все заболевания они реагируют, каждый по-своему. Вот. А вот в данном случае сейчас как бы мы слышим и видим, что очень много таких центров появилось. Центры, конечно, они строят, вкладывают большие-большие деньги в это дело, но отдачи они не имеют никакой. Притом очень большие цены у них на это все услуги. А услуги, собственно, оказывается одна всего лишь услуга, потому что один тип ульев, один вид воздействия на человека, и он не может, собственно говоря, влиять сильно на организм. То есть какую-то группу болезней он, конечно, лечит, но привести организм к гармонической работе он не может. Потому что это совершенно разные по воздействию модели. Вот, и, собственно говоря, я даже сейчас сам, в зависимости от погоды, от настроения, от времени года сплю, допустим, то в одном улье, то в другом, то в третьем, то в четвертом, потому что один вид энергии, перебывать в нем длительное время, я считаю даже это и небезопасно, потому что как бы при повышенной энергетике, если ее еще повышать, то может быть тепловой шок организма. То есть человек становится вялым, слабым, и ему все время спать хочется, работоспособность низкая. Поэтому я бы сказал, что есть совершенно разные задачи в этих ульях и разные цели. Вот. Поэтому мы сейчас как бы пропагандируем вот это комплексы по оздоровлению людей, состоящие из нескольких, центры надо. Вот это одиночные эти собственно, постройки, даже очень богатые там и так далее, люди там вкладывают деньги, но они ни копейки не дают, собственно говоря, изобретателям, чтобы сделать эти комплексы полноценные. Вот это очень, конечно, огорчает, и это останавливает прогресс, потому что, допустим, вот эти опыты с врачами, то есть опыты, которые провел, допустим, Запорожский институт и так далее, на них нужны выделены быть средства. Вот. А средства, так как любая работа должна оплачиваться, и в результате производственники, они услышали звон, ухватились за эту идею, начали сами себе строить комплексы, и даже не консультируясь о том, как эти комплексы лучше сделать. Вот. Поэтому это напоминает где-то такое, когда лили чугун в одно время в каждом доме, а чугун просто разваливался. Что касается нас, то мы движемся дальше очень медленно, но как бы вот у нас мы не принимаем как бы людей массово, мы каждого человека замеряем, у нас присутствует статистика, мы видим, как получить результаты хорошие, и это основное, это наш экспериментальный, собственно говоря, центр. В общем, основными моими, собственно говоря, помощниками являются члены моей семьи, которые уже на протяжении, собственно говоря, уже 15 лет спят на ульях каждое лето, весь сезон почти что. И мы их измеряем, смотрим за их здоровьем, и из этого складывается картина, собственно говоря,
того, чем мы занимаемся, те наши выводы и так далее. Но хотелось бы, чтобы прогресс, он все-таки шел впереди денег и впереди производственников, промышленного пчеловодства. Вот. Вы знаете, что мы не употребляем в пчеловодстве сахар совершенно, не употребляем в пчеловодстве зимовку в зимовниках. У нас пчелы живут, как жили они миллионами лет. Они миллионами лет, собственно говоря, отрабатывали, природа шлифовала пчелу для того, чтобы она до нас дошла в том виде, в котором есть. И мы, собственно говоря, вмешиваясь в эту среду, только ухудшаем положение пчелы, ухудшаем положение экологии. И пчела перестала быть хозяйкой, а становится каким-то бройлерным, промышленным образцом. И, естественно, пчелы вымирают, вы видите, при таком промышленном пчеловодстве в Америке и в Европе. То есть это часто в кормлении сахаром они становятся похожи на наркоманов. Вот. А наркоманы, как известно, много меда не приносят. Что еще хотел бы сказать? Я бы хотел сказать, что человек, попадая к нам, еще мы как бы применяем совместно сном на ульях, оздоровлением, мануальные массажи, лечение травами, лечение водой, собственно говоря, структурированной, и продуктами пчеловодства. Это восковая моль прежде всего, напитки, рассасывающие вот эти вот наросты всякие внутренние, солевые отложения, вот, потом пыльцу, мед, прополис. И, собственно говоря, вот этими простыми, кажется бы, ингредиентами вот, восстанавливаем организм человека. То есть приводим все органы, его работу органов к балансу. То есть мы не применяем, допустим, стараемся, чтобы человека не накачивать энергетиками и показания его не улучшать, а балансировать работу всех органов его, чтобы они работали гармонично, чтобы накопление, расход энергии был равноценный, и, собственно говоря, человек не страдал ни от избытка энергии, ни от его недостатка. Это самое главное, чем мы занимаемся. Вот. Ну, побочно мы, так сказать, продолжаем работать над этой темой, пытаемся работать с учеными, накапливаем статистические вот эти вот данные. И я думаю, что пройдет немножко времени, и вся эта пена, которая сейчас в стране появилась, вот, об этих мастерах излечения, как бы, всяких болезней за 5 минут, она пройдет, и это будет стабильные такие лаборатории с хорошими врачами, с хорошими пасечниками и с хорошими результатами. Потому что возможности лечения человека без лекарств — это, по-моему, главная задача на сегодняшний день. И привести человека и не вырвать пчелу с природы, вот, а привести человека в природу — это, наверное, самая главная наша задача. Потому как люди начинают тащить улей к себе на балконы, в дома, устраивать такие большущие там объекты, которые, ну, рассчитаны на большое количество людей. Вот. То есть, что не является органичным и природным для пчелы. Вот. А, допустим, улучшить медоносную базу, содержать пчел там, где есть эта база, вот, и хорошие условия природные, и туда привозить человека — это, наверное, главная задача вот, в данном случае. Mm-hmm.